Приветствую всех на канале «Горизонт событий». Сильнейшая гроза с проливными дождями, градом и порывистым ветром накрыла вчера Казань, превратив городские улицы в бурные потоки воды. По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, гроза сопровождалась интенсивными осадками и порывами ветра до 15-18 метров в секунду. Гроза обнажила давнюю проблему Казани – недостаточную пропускную способность ливневой канализации. Городские улицы, особенно в низинах, начали стремительно уходить под воду. Наиболее пострадавшими оказались районы Булака, улицы Назарбаева, Ахтямова и прилегающие территории. На отдельных участках автомобили буквально плыли по проезжей части и застревали в глубоких лужах. В некоторых местах движение транспорта было полностью парализовано. Одним из самых драматичных эпизодов стал удар молнии в районе храма Александра Невского, из-за чего целый жилой квартал остался без электричества. По предварительным данным, оказались повреждены линии электропередач. Кроме того, из-за сильного ветра в ряде районов города были повалены деревья. Светофоры на некоторых перекрестках вышли из строя, что еще сильнее усугубило пробки. Городские службы оперативно приступили к ликвидации последствий стихии. МЧС Татарстана сообщила о развертывании дополнительных бригад для расчистки дорог и восстановления электроснабжения. Поднялся. Непогода обрушилась в субботу также на Феодосию и некоторые села под Симферополем. Город накрыл сильный дождь с градом, сопровождавшийся грозами и шквалистым ветром. Незадолго до этого МЧС Крыма объявила штормовое предупреждение по всему полуострову. Град, по словам местных жителей, был настолько крупным, что повредил лепестки роз и вызвал опасения за остатки урожая, уже пострадавшего от апрельских снегопадов. Непогода привела также к локальным подтоплениям в низменных районах Феодосии. По данным СМИ, шторм затронул не только Феодосию, но и Судак. МЧС рекомендует воздержаться от поездок во время грозы. Несколькими днями ранее не обошлось без происшествий. На одной из дорог молния ударила в дерево, в результате чего осколки древесины и ветки попали в проезжающий автомобиль. Водителя сотрудники скорой помощи госпитализировали в Феодосийскую больницу. Налево на Черноморскую поворачиваем. Андижанскую область Узбекистана накрыли мощные дожди, спровоцировавшие сход селевых потоков в нескольких горных и предгорных районах. По данным Узгидромета, 14 июня в Андижанской области прошли сильные ливни, которые привели к селепаводковым явлениям в Андижанском, Асакинском, Джалакудукском, Кургантипинском, Пахта-Абадском, Избасканском, Хажа-Абадском, Мархамадском районах и городе Ханабад. Ливни, начавшиеся во второй половине дня, сопровождались грозами и порывистым ветром. Жители сообщали о потоках грязи и камней, которые перекрыли несколько сельских дорог. В некоторых жилых кварталах наблюдались локальные подтопления, а на трассах скопились гравий и обломки, выброшенные селевыми потоками. По предварительным оценкам, объем грязевой массы достигал от 3 до 5 кубометров в секунду, что ниже критических значений, но достаточно для нанесения ущерба. Местные источники сообщают, что селевые потоки повредили сельскохозяйственные угодья,
В ряде районов были затоплены приусадебные участки. Под ударом стихии оказалась и Ширакская область Армении. 14 июня регион накрыл мощный грозовой фронт. Ливни начались во второй половине дня, сопровождаясь градом размером до 1-2 см и порывами ветра до 20-25 метров в секунду. Улицы Гюмри и окрестных сел, таких как Арифшат, Мецмонтаж и Арич, превратились в бурные потоки, что затруднило движение транспорта и пешеходов. На некоторых участках дорог машины застревали в потоках. Сильный ветер стал причиной многочисленных разрушений. В Гюмри и прилегающих селах были повалены десятки деревьев, некоторые перекрыли дороги и повредили припаркованные автомобили. Также в Гюмри повреждены кровли нескольких жилых домов, а в селах Ашотск и Бавра пострадали сельскохозяйственные угодья, включая фруктовые сады и посевы зерновых. В некоторых районах области зафиксированы перебои с электроснабжением из-за обрывов линий электропередач, вызванных падением деревьев и короткими замыканиями. В субботу небольшой городок Асуара в испанской провинции Сарагоса оказался под ударом сильного наводнения, вызванного обильными осадками. По данным Государственного метеорологического агентства Испании, 14 июня в районе Сарагосы прошли интенсивные дожди, местами с грозами и порывами ветра до 15 метров в секунду. В Асуаре, расположенной в долине реки Эбро, за несколько часов выпало значительное количество осадков, что привело к переполнению местных водоемов и каналов. Ливневая канализация не справилась с потоком воды, и улицы города быстро превратились в бурные реки. Уровень воды на некоторых улицах достигал колен. Наводнение нанесло значительный ущерб инфраструктуре Асуары. Затоплены дома, магазины и сельскохозяйственные угодья, что особенно критично для региона, зависящего от сельского хозяйства. По предварительным данным, пострадали посевы фруктовых садов и виноградников. В нескольких районах временно пропало электроснабжение из-за повреждения линии электропередач. Спасатели провели несколько операций по эвакуации жителей из опасных зон. – 14 июня на юго-восток Англии, включая Эссекс, обрушился грозовой фронт, связанный с нестабильной погодой, охватившей регион. В Уикфорде, расположенном недалеко от Саутенд-он-Си, были зафиксированы интенсивные осадки и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. К полудню улицы Уикфорда начали затапливаться из-за неспособности ливневой канализации справиться с объемом воды. На отдельных улицах машины с трудом преодолевали затопленные участки. Шторм нанес ощутимый ущерб инфраструктуре Уикфорда. Затопления затронули жилые районы, особенно в низинах, а также местные магазины и предприятия. По данным местных властей, серьезно затопило несколько домов, также под водой оказались подвалы некоторых зданий. Поваленные сильным ветром деревья повредили припаркованные автомобили и создали препятствия на дорогах. Это привело к пробкам и временному закрытию некоторых улиц, а также нескольких участков трассы А-129. Пострадало и железнодорожное сообщение в районе Уикфорда,
который является важным транспортным узлом. На станции наблюдались задержки и отмены рейсов. Стихия также нанесла ущерб и сельскохозяйственному сектору. От града и сильного дождя пострадали фермы вокруг Уикфорда, что вызвало беспокойство среди местных фермеров за будущий урожай. В субботу столицу Демократической Республики Конго, Киншасу, накрыли сильные ливни, вызвавшие разрушительное наводнение. Согласно сообщениям местных властей, ливни начались в ночь на 14 июня и продолжались в течение дня. Интенсивные осадки, сопровождавшиеся грозами, привели к переполнению ливневой канализации и выходу из берегов местных водоемов, включая притоки реки Конго. Наиболее пострадавшими оказались коммуны Нгалиема, Лемба и Селимбаа, где улицы превратились в бурные потоки. Некоторые дороги, такие как авеню Акита в районе Бинза-Пиджен, были полностью разрушены. В районе Мюзе на улице Конго, как сообщается, погибла семья из 4 человек. В коммуне Нгалиема, по официальным данным, жертвами наводнения стали 17 человек, а в Лемба – 2. Мэр Киншасы сообщил, что общее число погибших достигло как минимум 19 человек, хотя данные пока предварительные. Наводнение нанесло значительный ущерб инфраструктуре Киншасы, города с населением более 17 миллионов человек. Затоплены целые кварталы, включая густонаселенные районы Бинза-Пиджен и Салонга-Суд. Дороги, такие как авеню Туризм и Акита, оказались либо размыты, либо перекрыты обломками. В районе Лагомбе, где проживают многие иностранцы и находятся ключевые учреждения, ситуация осложняется хроническими пробками и плохим состоянием дорог, что затрудняет эвакуацию и доставку помощи. Пострадали от наводнения также сельскохозяйственные угодья вокруг города. Отмечаются перебои с электроснабжением из-за повреждения линии электропередач. Общественный транспорт практически полностью парализован из-за затопленных улиц. Местные власти Киншасы совместно с МЧС развернули спасательные операции. Коммунальные службы работают над расчисткой завалов и откачкой воды, однако масштабы бедствия осложняют задачу. Ouais. Quand vous êtes moi, on a pas joué dans les bouquins. Le gouvernement, c'est honorable Jessimo. Comme c'est l'histoire de ça, quartier 8, avenue Tamoussia, commune Anjili. On a écrit. В субботу на город Тапачула в южном мексиканском штате Чьяпас обрушился мощный шторм, сопровождавшийся проливными дождями и вызвавший серьезное наводнение. По данным Национальной метеорологической службы Мексики, 14 июня южные регионы страны, включая Чьяпас, оказались под влиянием тропического шторма, сформировавшегося в Тихом океане. В Тапачуле за несколько часов выпало значительное количество осадков, что перегрузило устаревшую ливневую канализацию города. Шторм сопровождался порывами ветра до 15-20 метров в секунду и грозами, что привело к падению деревьев и повреждению линий электропередач.
В некоторых районах города, таких как колонии Лас-Пальмерас и Вива-Мехико, вода поднялась до уровня колен, затопив дома и магазины. Сообщалось о локальных оползнях в окрестностях Тапачулы, особенно в холмистых районах, граничащих с Гватемалой. Наводнение нанесло значительный ущерб инфраструктуре города. По предварительным данным, подтоплены сотни домов, особенно в низинах, а сельскохозяйственные угодья, включая банановые плантации и кофейные поля, серьезно пострадали. Транспортное сообщение в Тапачуле оказалось парализовано. Основные дороги, включая трассу Тапачула-Уэуэтан, были затоплены, а движение общественного транспорта приостановлено. Электроснабжение в ряде районов было прервано из-за повреждения инфраструктуры. В ночь на 14 июня в престижном районе Дубай-Марина вспыхнул крупный пожар в 77-этажном жилом небоскребе Tiger Tower, также известном как Marina Pinnacle. Пожар начался около 21 часа 30 минут по местному времени 13 июня на верхних этажах небоскреба, расположенного в оживленном районе Дубай-Марина. Как сообщают местные СМИ, пламя стремительно охватило несколько уровней здания из-за легковоспламеняемой облицовки фасада. Подразделения гражданской обороны Дубая оперативно прибыли на место и приступили к тушению и эвакуации местных жителей. Всего было эвакуировано 3820 жителей из 764 квартир. Власти Дубая оперативно организовали пункты помощи рядом с небоскребом, где жильцам предоставили воду, медицинскую и психологическую поддержку. На полную локализацию огня ушло около 6 часов. К утру 14 июня над зданием все еще наблюдался дым. На данный момент нет информации о разрушениях внутри здания, но фасад Tiger Tower получил значительные повреждения. Управление гражданской обороны Дубая и специалисты по пожарной безопасности проводят расследование причин возгорания, которые пока остаются неустановленными. Среди возможных факторов упоминается и легковоспламеняемая облицовка здания, что уже вызывало проблемы в других пожарах в Дубае, например, в 2015 году в небоскребе Torch Tower. خلاص no problem material you have it photo right تعلم В Индии гигантский резервуар с водой лопнул и затопил съемочную площадку. ЧП произошло на съемках фильма «Рама Чирана. Дом Индии» в Хайдарабаде. Во время съемок эпизода на фоне искусственного моря лопнул огромный резервуар. Внезапное наводнение смыло технику и дорогостоящее оборудование. В результате ассистента оператора и несколько других членов съемочной группы увезли в больницу с травмами. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале.